Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами, как всегда, я, Finder. У нас с вами сегодня самый первый ролик в этом году, так что всех поздравляю уже с наступившим 2021 годом. А сегодня, по многочисленным просьбам, я решил вам рассказать о лучших абсолютно бесплатных программах для монтажа. Так что у нас все легально и пиратить вообще не придется. Программы довольно простые в использовании, так что разобраться в них сможет каждый. Ну а прежде чем мы начнем, я буду очень благодарен тебе за лайк и подписочку на канал. Давайте добьем уже 200 подписчиков. Вам не сложно, а мне приятно. Ну а теперь я тебе желаю наиприятнейшего просмотра. Погнали! Итак, сейчас мы с вами разберем парочку крутых, полностью бесплатных программ для монтажа, которыми я уже успел попользоваться по ходу создания данного ролика. И могу какую-то из них уже тебе посоветовать. Но главный выбор всегда остается только за тобой. И вы меня спросите, для чего это вообще все нужно, если можно пиратить? А я вам отвечаю, что есть такие люди, которые не хотят что-либо пиратить, но хотят пользоваться лицензионным софтом. Или же неохота взламывать, так как вдруг там вирусы, ну и что-нибудь еще. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим такие проги, в которых уже весь функционал открыт. Только его осталось скачать с официального сайта и юзать сколько твоей душе угодно. Ну что же, приступим. Я вам расскажу о 4 программах, названия которых я оставлю в описании к данному ролику. Пойду я по нарастающей от самого простого к самому интересному. Итак, пожалуй, начнем с программы под названием Shotcut. Этот видеоредактор у нас вообще для всех почти платформ. FreeBSD, Linux, macOS, Windows. Он есть везде. Прога до жути простая, так что обычному пользователю есть все, что нужно для создания видеоконтента. Нарезка, пару простых переходов, постановка музыки, а также возможность работать в 4К. Это, кстати, очень круто. Но самое главное, то что она поддерживает почти все аудио и видео форматы. Следовательно, вам не придется париться с какими-либо конвертерами. Также, если вы хотите узнать о ней поподробнее, то на официальном сайте вы можете найти кучу туториалов, так что вам именно туда. От себя скажу, что программа довольно прикольная для начинающего, как и все в данном ролике. Но я бы все-таки в ней не стал работать, так как во время съемки данного ролика она у меня один раз вылетела и ничего не сохранилось. И это довольно печально. Поэтому мы с вами переходим к другой программе, а именно Lightworks, которая уже более-менее интересна. Важный факт. В данной проге было создано несколько фильмов, а это нам говорит о том, что она годная, и начинающему было бы очень круто в ней поработать. Интерфейс схож у нее очень сильно с Sony Vegas Pro, и собственно в дальнейшем вам не будет так трудно перейти на другую программу. То есть если вы почувствовали, что вам уже не хватает функционала данной проги, вы можете запросто перейти на Sony Vegas Pro. Тут тоже есть все, что только нужно, только в большем формате, а именно эффектов, также больше возможностей цветокора, добавления титров и так далее. Кстати, мне очень сильно понравились в этой программе кеймфреймы, то есть временные точки. Я взял исходники со своего дрона, и посмотрите, как же я в пару кликов смог сделать анимацию данного ролика. Также есть и платная версия данной программы, и как раз давайте поговорим, в чем же разница платного софта от бесплатного. На самом деле не особо многими вещами. Бесплатная версия ограничена только результатом вывода формата, то есть 720p, а это значит, что все функции доступны как и в платной, так и в бесплатной версии. Но, к сожалению, качество рендера будет понижено. И это довольно печально. Ну а у нас с вами осталось 2 моих фаворита. Начнем мы, пожалуй, с HitFilm Express. Опять-таки, существует 2 версии данной программы. Обычная и Pro версия. Логично, что она платная, но поэтому мы ее откидываем. И поговорим об урезанной версии. Любому простому обывателю, которому не нужен сверхмонтаж, данная прога подойдет. У нее есть куча разных функций. В принципе, они не сильно отличаются от других, поэтому повторно заострять внимание не буду. Если вам захочется разобраться в ней поподробнее, опять же, на официальном сайте есть множество видеоуроков о данной программе. Можете изучить все от самих разработчиков. Чем же она мне все-таки так приглянулась? А именно, у нее почти весь интерфейс взят за основу с Premiere. И так как я монтирую именно в нем,
Мне было все настолько просто и интуитивно понятно, что я вам могу сказать так. Перейти с данной проги на Adobe будет максимально просто. Интерфейс у них почти идентичен. То же самое могу и сказать про горячие клавиши. Ну а мы с вами перетекаем плавно к самой навороченной и бесплатной программе. Именно ее юзают множество других ютуберов, а также больших компаний. Данная программа считается одной из самых лучших для монтажа в принципе. Как вы могли уже догадаться, это у нас DaVinci Resolve. В ней вы можете делать сведение аудиодорожек, грейдинг видео, добавлять визуальные эффекты и многое другое. Также огромный выбор инструментов для обработки видео, неограниченное количество слоев, 3D трекинг, хорошая стабилизация, а также более продвинутая функция кеннинга, то есть возможность убирать хромакей. Хорошая оптимизация и, наверное, самая гибкая и крутая настройка цвета. Большинство колористов пользуются только ей. Мое мнение, что среди бесплатных программ DaVinci остается лучшим видеоредактором. Но опять же, если вам нужны совсем простенькие нарезки и вы не хотите сильно париться с обучением, то вам помогут и более простые программы из этого видео. Вы же можете использовать любые программы, будь то платные, бесплатные, пиратки или же нет. Тут будет все зависеть только от вашего решения. Я же буду продолжать использовать лицензионный пак от Adobe, так как он мне нравится больше всего. Пацаны, если же вы досмотрели данное видео до этого момента, то вам огромное спасибо, вы красавцы. Не забывайте про мой инстаграм, там тоже море крутого контента. И напоследок пишите мне в комменты, какая же прога вас заинтересовала больше всего. И есть ли какие-то программы, в которых вы уже монтируете на данный момент. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, данный ролик был полезен для тебя и ты подберешь себе нужную программу для монтажа. Не забывай про лайк, подписку и колокольчик, и увидимся в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока.